Книга 15. Тао. Путь вознесения. Анализ основных тонов. Красный. Красный – цвет гнева, перемены и жизненной силы. При полном отсутствии в поле красных тонов, возможно, что имеет место недостаток жизненной силы, чтобы создавать непрерывное восхождение. Потому что вознесение требует все большего и большего наращивания жизненной силы, чтобы способствовать постоянному росту вибраций восходящего импульса. Люди, испытывающие страх перед гневом, часто передают свой красный луч другим. А это в свою очередь ведет к тому, что они остаются без необходимого количества жизненной силы, чтобы катализировать собственное вознесение, или вырезать собственные границы. Чтобы охватить красный тон, восходящему человеку, необходимо войти в мир со своим страхом перед гневом и насилием. Когда такого рода проработка происходит, красный луч становится полезным ресурсом для защиты и поможет процессу возрастания скорости непрерывного восхождения. Проявление насилия – результат нехватки границ, а также того, насколько люди стали столь энергетически переплетенными вследствие привязанностей, в которых проживают. Нередко страх перед гневом – это результат имевшего место оскорбления или жестокого обращения. В таком случае, вы нарабатываете склонность передавать свой гнев другим, находя себя всегда подверженными оскорблению, так как другие, заполучая ваш гнев в свое поле, выходят из-под контроля. Ваш собственный гнев, когда он управляем, приносит бодрящие ощущения и придает энергию, а затем позволяет ей устанавливать свои границы, но при этом никогда не стремится вредить другому. После того, как вы научитесь поддерживать свои границы и выводить чужие энергии из своего поля, в частности, чужой гнев, по заземляющему шнуру в аврору Земли, жестокость или желание применить насилие к другому, уйдут в прошлое. Верните себе собственный гнев и возвратите его истинным хозяевам. А тот, что не является вашим собственным, выведите его из своего поля по заземляющему шнуру, и вы будете легко удерживать собственные границы, а другой прекратит вторгаться и нести насилие. Границы – это полупроницаемый поток энергии, который позволяет находиться и проникать в поле лишь тому, что принадлежит самому себе, а все остальное, принадлежащее остальным людям, удерживать за пределами поля. Та степень, в которой восходящий человек овладевает границами на каждом уровне восхождения, также является степенью, в которой он прекращает подвергаться манипуляциям других, или манипулировать сам. Гнев – это биологический отклик, связанный с насилием в прошлой или текущей жизни. Сильное чувство возмущения или гнева может сопровождаться высвобождением энергии или болью и потребностью избавляться от нее. Гнев только тогда становится сильным и неистовым, когда красный луч другого человека вторгается в ваше поле. Естественная реакция на любое нарушение границ – это рассердиться. Большинство людей, из страха перед осуждением и насилием, научились подавлять свой гнев, и при этом вытесняют естественный отклик в свое эфирное тело. Со временем, это приводит к болезни, ибо внутренне сдержанный гнев обращается в плотную энергию, блокирующую движение энергии, существенно ее замедляя в связанной части формы, что ощущается на уровне тела как боль. Если у восходящего человека присутствует страх перед гневом, то это может становиться помехой для естественного высвобождения внутренних блоков, боли, или травмирующих стереотипов, записанных в клеточной структуре, что в сущности будет препятствовать вознесению выше 1024 в этой текущей жизни. Поэтому, выбор войти в состояние мира через гнев является хорошим намерением для возносящихся посвященных. Гнев – один из основных,
первичных цветов, посредством которого люди манипулируют друг другом. Одаренные в господстве лидеры и главари обычно собирают гнев окружающих подчиненных в свое поле, а затем используют таковой, чтобы раздувать себя в еще больший поток жизненной силы, которому никто не осмеливается бросать вызов. Щелкните по надутому пузырьку, в котором проживают такие люди, заберите назад свой собственный гнев, и психопатка, или надутый лидер потеряет свою способность пребывать в доминирующем положении. При этом, восходящие обретают мир через гнев, ибо каждый узнает, что реально никто не сможет снова господствовать над вашей собственной истиной, или выбором жизни. Непрозрачная, густая, или грязная краснота – это электрическая вибрация, которая часто может быть связана с различным электронным оборудованием. Такие формы красного цвета болезненны для формы и вызывают ухудшение кристаллической структуры в том случае, если вы окружаете себя электрическими приборами в течение длинных периодов времени, или же тянете такие тоны от других в свою полевую эфирную форму. Именно по этой причине те виды деятельности, которые держат человека в электрической среде, не рекомендуются возносящимся посвященным. Такие стремящиеся не могут вознестись выше 2200 единиц, не оставив позади, например, занятия программиста ЭВМ. Когда один из посвященных поменял такую работу на другую, предполагавшую доставлять хлеб и продукты в магазины, то это не только дало ему эквивалентный доход, но жизнь в подвижности, и время на открытом воздухе позволили ему как посвященному завершить уровень эволюции бодхисаттвы в том же году. Когда неподвижная чрезвычайно густая энергия, имеющая обычно черный, коричневый или серый цвет, начинает едва заметное движение в эфирном теле, то она, как правило, сначала краснеет, поскольку пребывает в начале своего движения. А красный цвет является нижней октавой розового, связанного с прощением и единством в языке света. В случае, если никак не удается овладеть гневом и красным лучом, восходящий оказывается в тяжелом положении, в связи с попыткой научиться прощать, или овладевать единством в своем вознесении. Для того, чтобы вознестись, восходящим посвященным требуется наличие всех тонов творения. Управление вибрацией красных тонов при большом скоплении народа, например, когда вы едете в метро, через аэропорты, вокзалы, или находитесь в большом магазине, или на рынке, будет оказывать влияние относительно того, чтобы заставлять других обращать внимание на ваши границы. Большинство людей, находясь в страхе перед гневом, передают права использования своей энергии тьме. Поэтому, они оставят вас в покое, когда вы овладеваете управлением красным тоном творения, или пропускаете красный луч по всей чакровой системе. Это означает, что вы обладаете подлинной силой в действии,